1960-е годы в Советском Союзе стали временем расцвета романтики, туристических походов, геологических экспедиций, бардовских песен и единения с природой. Пожалуй, каждый пионер мечтал о походах в горы, прогулках по бескрайним просторам и ночевках у костра. Что может быть лучше духа приключений под открытым небом в компании верных товарищей и под присмотром чуткого и ответственного педагога, который строго, но справедливо руководит группой своих воспитанников? Именно таким учителем с большой буквы для сотен детей и был Анатолий Емельянович Слевко. Ударник коммунистического труда, член ВЛКСМ, заслуженный учитель РСФСР, автор собственной уникальной методики преподавания и просто душевный человек. Сотни родителей с радостью доверяли ему своих детей. Ведь что плохого может произойти под контролем такого заслуженного педагога? Однако, впоследствии десятки семей отдали бы многое, чтобы никогда не слышать его имени, а для родителей 7 детей он стал воплощением кошмара наяву. Но обо всем по порядку. Анатолий Слевко родился 28 декабря 1938 года в дагестанском городе Избербаш. Желанным ребенком он не был. Его мать пыталась спровоцировать выкидыш, но произошли преждевременные роды. В итоге мальчик родился недоношенным и случилось обвитие пуповиной, но ребенка удалось спасти. Официальной информации о детстве и юности Слевко в открытом доступе немного. Известно, что он рос тихим, болезненным, замкнутым мальчиком, с плохим аппетитом и страдал бессонницей. Друзей у него не было, но было хобби. Он разводил кроликов, которых впоследствии саморучно убивал. Одним из самых ярких детских впечатлений Слевко стал чудовищный случай. В возрасте 4-5 лет он стал свидетелем жестокого убийства. Фашистский оккупант убил мальчика, который пытался защитить от пули своего пса. В памяти будущего маньяка навсегда запечатлелась кровь ребенка, забрызгавшая начищенные до блеска сапоги немца, которые тот вытер от тела убитого мальчика. Эта детская психологическая травма и стала первым триггером для развития у Слевко маниакальных наклонностей, а черные начищенные до блеска ботинки стали его первым фетишем. В подростковом возрасте Анатолий придумал игру в партизан. Он изображал пионера-героя, а старшие товарищи его казнили, подвешивая в петле. Несколько раз эти игры приводили Слевко к потере сознания, сопровождавшейся оргазмом. Именно так сформировался еще один фетиш, и пытки стали неотъемлемыми спутниками его сексуального наслаждения. В 1959 году Слевко призвали в армию и распределили на Дальний Восток. Там он дослужился до командира подразделения, получая регулярное поощрение за образцовую службу. А при увольнении в награду Слевко получил в подарок от командования кинокамеру «Кварц», которая впоследствии сыграла решающую роль в этой истории. Одной из самых популярных тем разговоров среди солдат всегда была тема их достижений на любовном фронте. Поверьте, я знаю, о чем я говорю, так как сам проходил срочную службу. Слевко в этом плане похвастаться было абсолютно нечем, и он сам замечал, что эта тема его абсолютно не интересовала. Но для того, чтобы не выделяться среди сослуживцев, он завел отношения с девушкой, жившей неподалеку от его части. Однако, когда эта девушка начала его шантажировать беременностью с целью женитьбы, он просто прекратил с ней всякие отношения и отстранился. С этого момента Слевко начал замечать, что к женщинам он равнодушен. После армии в 1961 году Анатолий стал свидетелем страшного ДТП. В толпу гуляющих пионеров врезался мотоциклист, не справившийся с управлением. Один из подростков погиб на месте, и, глядя на окровавленный труп в начищенных ботинках с пионерским галстуком, Слевко испытал эрекцию. Это стало финальным триггером для рождения одного из самых жутких маньяков Советского Союза. Чувство влечения к мальчикам у меня возникло впервые в 1961 году. После того, как я стал очевидцем дорожно-транспортного происшествия, при котором погиб мальчик 13-14 лет. Он был в школьной форме с галстуком, белой рубашке и в новых черных ботинках. Было много крови, по асфальту растекался бензин. У меня вдруг возникло чувство, желание иметь такого мальчика, сделать ему плохо, больно. Это чувство меня преследовало постоянно, и я вынужден был уехать с Дальнего Востока, где жил тогда. После переезда это желание исчезло, но через 5-6 месяцев, сразу после семяизвержения ночью, это влечение возникло вновь и преследовало меня постоянно. После увольнения из армии Слевко перебрался в город Невинномысск Ставропольского края, куда незадолго до этого переехали его родители. В 1963 году он окончил химико-технологический техникум и устроился оператором-универсалом на химкомбинат. Работал он усердно и вскоре стал ударником коммунистического труда. Однако настоящей страстью Слевко была вовсе не работа. Его все сильнее тянуло к детям, и уже очень скоро он начал выступать перед школьниками с рассказами о природе Дальнего Востока, который он искренне любил и успел хорошо изучить за время службы. Именно среди детей он получил, наконец, признание и доверие благодарных слушателей.
В том же 1963 году Сливко устроился пионер-вожатым в среднюю школу номер 15. В этот момент начало зарождаться его детище – туристический клуб. Однако пройдет еще 3 года, прежде чем его педагогические способности получат возможность развернуться на полную. В 1966 году, уже работая в другой школе, Анатолий Емельянович с помощью комсомола получил помещение для организации полноценного туристического клуба «Романтик». Это был небольшой актовый зал и несколько комнат на 2-м этаже старого деревянного здания библиотеки. Стоит отметить, что Сливко был действительно выдающимся педагогом. Он любил и умел учить, пробуждать интерес детей к природе, жаждал делиться знаниями и открывать своим воспитанникам мир. Уравновешенность, организаторский талант, чувство юмора – за все это подопечные буквально его боготворили. Практически все свободное время от работы Анатолий Емельянович посвящал своему клубу. Казалось, личная жизнь его нисколько не интересовала, и к созданию семьи он не стремился. Я понял, что очень поздно созрел как мужчина. Вспоминаю, что пытался за кем-то ухаживать, когда учился в 9-10 классе, но ничего не получалось. Анонизмом занялся в 22 года. Случилось это так. Однажды ночью произошло самопроизвольное семяизвержение. Потрясенный происшедшим, проснулся, испытал сладостное удовлетворение. Очень захотелось ощутить это явление повторно. Днем стал анонировать, наступала эрекция, а затем и семяизвержение. Но заметил странное явление. Если в процессе мастурбации вспоминал о женщине, эрекция исчезала. Стал замечать повышенное влечение к мальчикам. Ярко выраженного отвращения к женщинам не испытывал, за исключением одного случая. В 1961 году одна девушка села мне на колени и пыталась меня возбудить. После ее ухода стало плохо, почувствовал отвращение и меня стошнило. В армии переписывался с одной девушкой. После армии заехал к ней с целью жениться, но, пробыв у нее 3 дня, понял, что не смогу жить с ней половой жизнью, и уехал. Есть информация о том, что эту переписку Сливко вел со своей одноклассницей, и причиной отказа от женитьбы стал факт аборта, сделанного ей ранее, так как Сливко счел этот поступок в высшей степени аморальным. Именно после этого случая он окончательно разочаровался в женщинах. Казалось, у него не было никакой личной жизни, и он совсем не думал о создании семьи, как многие его сверстники. К 30 годам он все еще оставался одиноким, пока не поддался уговорам матери. В 1967 году состоялась свадьба Сливко с его избранницей. После шумного застолья молодые уединились для того, что в старину называли таинством брака. Однако первая брачная ночь прошла совсем не так, как проходит у обычных людей. Впрочем, детали этого стали известны уже много позже, во время допросов. С женой, Людмилой, познакомился на работе. Сильных чувств не испытывал, до женитьбы ее не трогал и не пытался, и даже не целовал. Жена говорила мне потом, что расценила это мое поведение как эталон скромности и только по этой причине вышла за меня замуж. Она была моей первой и единственной женщиной, однако вступить в половую связь с ней после регистрации брака я не смог. Я пытался это сделать, но ничего не получалось, несмотря на искреннее мое желание и обязательства перед женой. Через 2 месяца после свадьбы жена была у врача-гинеколога и вернулась очень расстроенной, болезненно переживала, нагрубила мне и выгнала из спальни. Я думаю, что девственность моей жены была нарушена путем медицинского вмешательства. Долгое время я испытывал угрызения совести и беспомощности перед женой, но поделать ничего не мог. Она стала равнодушной ко мне. За 17 лет совместной жизни вступил в половой контакт с женой не больше 10 раз, несмотря на все усилия. Половой член лишь слегка распухал и наступало семяизвержение. Однако жена родила 2 детей – Игоря 1971 года и Евгения 1975. Проблемы в интимной жизни беспокоили Сливко, и однажды он даже обратился к врачу. Однако, поделившись своими бедами, в ответ он услышал, что ничего особенного с ним не происходит. Врач не счел симптомы Сливко серьезными и рекомендовал тому пить настойку элеутерокока и чаще бывать на свежем воздухе и побольше спать. Помимо врача в кабинете присутствовала молоденькая медсестра, которая слышала разговоры и откровенно хихикала над рассказами Сливко о своих неудачах, что, конечно же, не могло положительно сказаться на самооценке Анатолия Емельяновича. Из кабинета он вышел разочарованным и потерянным. Таким образом, попытки наладить сексуальную жизнь потерпели полный крах. Закончилось все тем, что после рождения младшего сына Сливко с супругой спали в отдельных комнатах.
За годы совместной жизни я сильно страдал от половой неудовлетворенности. Уже с первой брачной ночи у него проявились явные признаки полового бессилия. Сначала я относила эту слабость на свой счет, обвиняла себя и сильно переживала. Я считаю, что муж был в отношении ко мне жесток. Дома никогда ни в чем не помогал. Как родился Женя, младший, интимная жизнь у нас прекратилась. К детям своим он относился хорошо, хотя с ними ничем не занимался. Дети его любили, особенно младший. Тем временем с клубом, наоборот, все складывалось как нельзя лучше. Уже очень скоро число подопечных Сливко превысило 200 человек и продолжало расти. В 1968 году случилось неприятное происшествие. Один из членов клуба забыл погасить печь, и за ночь часть древнего здания библиотеки выгорела. Клуб же был временно перенесен в Дом пионеров, но поскольку это здание находилось в аварийном состоянии, горком партии выделил Сливко с воспитанниками помещение во Дворце химиков, главном культурном центре Невинномысска. С переездом клуб изменил и название, теперь он стал называться Чиргит, через реки, горы и долины. Помимо туристического направления, ребята в клубе занимались поисковыми работами по обороне Кавказа. Собирали каски, отрывки документов, гильзы, личные вещи солдат. Также вели переписки с участниками тех событий. Еще чиргидовцы изучали геологию, ботанику, занимались в фотокружке и учились снимать фильмы. Еще до поступления в цех номер 1 я занимался со школьниками туризмом. Пришел в новый коллектив. Сначала как-то опасался говорить в смене о своем увлечении. Потом почувствовал, что товарищи по работе интересуются не только тем, как я работаю, но и чем занимаюсь в свободное время. Неожиданно мой рассказ о туристах-школьниках был встречен с интересом. Случается, что у меня не подходят выходные для проведения похода, выручают товарищи. Бывает, задержусь в походе, без упреков встречают меня в цехе. Работники смены поняли, как важна задача воспитания подрастающего поколения, насколько эта работа трудна, но интересна. Более 1000 ребят бывают ежегодно в походах клуба. Фотографии, кинофильмы, выставки, разные коллекции, опыты по биологии, сбор материалов по обороне Кавказа – все это направление деятельности клуба. А теперь в нашем клубе работают и курсы геологов. Поколения чиргидовцев сменяли друг друга. Старшие ребята уходили в армию, на их место приходили новые. Пройдя несколько более или менее сложных походов, они становились инструкторами, а младшие ребята ходили в походы уже под их руководством. В клубе существовала система штрафных очков. За нарушения очки начислялись, за хорошие поступки аннулировались. В нашем большом походе со Сливко я должна была вести дневник, как мы преодолеваем трудности, как нам живется в походе. Только однажды, через 3 дня после начала похода, Сливко спросил у меня, веду ли я записи. Я ответила, что нет пока, времени не хватает. Он лаконично сказал, выбирай, то ли о времени, то ли еще о чем. Я так и не удосужилась что-то написать по свежим впечатлениям, потому что уставала в горах ужасно, а потом решила, что обойдемся мы без этих записок. Через месяц после похода, когда совет инструкторов рассматривал итоги нашего похода, я получила наказание за неведение дневника, как невыполнившее поручение. Наказанием было непосещение 3 раз совета инструкторов. Я приходила в день совета, но ходила среди других туристов, чувствуя себя не в своей тарелке. Заседания совета инструкторов велись раз в неделю с 19 до 21:30 вечера. Я жила в старом городе, а Чиргит был уже в новом городе во Дворце химиков. Автобусы вечером ходили редко, а моя мама требовала, чтобы сразу после 9 часов вечера я была дома. Об этом я поделилась со Сливко, и не было ни одного заседания, чтобы в 20:50 Сливко не сказал: «Таня, теперь домой, чтобы мама не волновалась». Эта фраза произносилась без смеха и издевки, даже напротив, с какой-то долей уважения к требованиям старших. Я думаю, что это был замечательный ненавязчивый урок для всех сидящих на этом совете. С 50 человек примерно. Опять, как обычно бывает со мной весной, испытываю неприятное состояние подавленности и тревоги. Мои ночные фантазии становятся все более драматичными, и среди мелькающих в сознании ребят, знакомых по туристическому клубу Чиргит, все чаще появляется Саша. Он снимался в моем фильме «Случай в лесу» в одной из ролей. На днях я не выдержал и предложил Саше участвовать в кинопробах с прицелом на новую роль, но уже главную. Была слабая надежда на отказ, но он согласился. Что теперь будет? Я устал от бессмысленной борьбы с собой, в которой почти всегда проигрываю. И за что мне эта мука? В июне 1963 года Сливко убедил пятиклассника принять участие в киносъемках. В лесу он имитировал игру в партизан, подвергая мальчика различным испытаниям, привязывая его к дереву и причиняя физическую боль, фиксируя все это на видеопленку. От насильственных действий Сливко остановил страх, что ребенок может пожаловаться родителям.
После этого он стал искать способы реализовать свои желания безнаказанно. Из медицинского учебника Сливко узнал о ретроградной амнезии – потере памяти о событиях, предшествующих черепно-мозговой травме или удушению. 2 июня 1964 года Сливко начал свою преступную деятельность, проведя первый медицинский эксперимент, во время которого мальчик был подвешен в петле, что привело его к потере сознания. В момент бессознательного состояния подростка Сливко совершил непристойный акт, осквернив ботинки жертвы. После пробуждения мальчик не помнил произошедшего, но остался жив. Кровавая же история маньяка началась в 1964 году в Невинномысске с исчезновения 15-летнего Коли Добрышева. В то время у Сливко еще не было турклубов. Он заметил подростка во время школьных лекций. Маньяк предложил Добрышеву участие в эксперименте, который, к несчастью для школьника, оказался смертельным. Несмотря на попытки Сливко реанимировать Колю, было уже поздно. Мальчик слишком долго находился в петле. Маньяк в отчаянии расчленил тело жертвы и избавился от останков, выбросив их в реку Кубань. Из страха перед тем, что пленку, на которой было зафиксировано убийство, найдут, он уничтожил ее. Таким образом, медицинские эксперименты Сливко делились на смертельные и несмертельные. Только он один знал, какой опыт состоится в следующий раз. Подготовка к эксперименту была тщательной. Сливко заранее приносил школьную форму, белую рубашку, красный галстук и начищенные ботинки. Он просил мальчика ничего не есть за 10-12 часов до встречи, чтобы избежать тошноты во время эксперимента. А перед испытанием подросток должен был оправиться. Некоторых подопытных Сливко мыл в реке и одевал сам. Он использовал разные методы, чтобы ввести жертву в бессознательное состояние. Противогаз с эфиром, полиэтиленовый мешок или резиновую петлю. Мальчики не могли знать, что произойдет дальше. Сливко контролировал эксперименты, делал снимки, вел записные книжки, фиксируя дату, время и состояние жертвы. На суде он утверждал, что доводил мальчиков до предела, чтобы затем реанимировать. Через эти эксперименты прошло более 40, а по другим данным около 100 мальчиков. Порой последствия были ужасными, у многих возникали болезни на всю жизнь или инвалидность. Сливко четко понимал, сколько времени нужно продержать ребенка в петле для реанимации и что сделать, чтобы эксперимент закончился смертельно. В случае смертельного опыта он извлекал жертву через 10-15 минут. Сливко ловко манипулировал доверием ребят, предлагая им участие в экспериментах либо за деньги, либо за счет списания штрафных очков. Для убедительности он рассказывал мальчикам, что те принесут пользу науке, ведь Сливко пишет книгу о Великой Отечественной войне, и ему нужны материалы для своего труда. Также он мог сказать, что эксперимент необходим для того, чтобы отточить реанимационные навыки, которые могли впоследствии пригодиться в походах. 14 ноября 1973 года Сливко совершил убийство 15-летнего Александра Несмеянова. В связи с исчезновением подростка было возбуждено уголовное дело, а начавшиеся поисковые мероприятия охватили Донские леса и русло реки Кубань, которые обследовали водолазы. Однако усилия оказались тщетными. Следствие даже предполагало, что мальчика могли похитить цыгане. Мать Александра развернула отчаянные поиски сына, путешествуя по всей территории Советского Союза, и обращалась во все возможные инстанции. Она также наведалась к Сливко, пытаясь узнать, не замечал ли он у подростка каких-либо планов на побег. Анатолий утверждал, что ему ничего не известно. Позже милиция обратилась к нему за фотографиями Александра для трансляции по телевидению, на что тот предоставил качественные снимки и организовал поисковую операцию с участием 200 активистов из клуба «Чергит». Несмотря на эти усилия, поиски ни к чему не привели. Через несколько месяцев расследование завершилось безрезультатно, и дело о пропаже подростка было закрыто. Однако зимой 1974 года заключенный одной из колоний по фамилии Мадьяров неожиданно взял на себя ответственность за убийство Александра и указал место предполагаемого захоронения на островах Кубани. Проведенные по его показаниям поиски снова не дали результатов. Вскоре выяснилось, что Мадьяров вовсе не причастен к исчезновению мальчика. Его ложное признание оказалось попыткой отвлечься от тюремной рутины и разнообразить свою жизнь поездкой во время следственных мероприятий. Расследование в итоге вновь зашло в тупик и было приостановлено. Следующей жертвой преступника стал 11-летний школьник Андрей Погосян. Сливко убил ребенка 11 мая 1975 года. Уже на следующий день на городской набережной были обнаружены его школьный портфель и одежда. Однако тщательные поиски вдоль берегов и исследования дна реки Кубань никаких результатов не дали. В ходе допроса родителей мальчика следователь узнал, что Андрей собирался на киносъемки, которые проводил в Донском лесу некий мужчина. Для этого он даже попросил мать купить ему новые плавки. Эти сведения показались следователю важными, и он направил поручение в Невинномысское УВД установить личность этого незнакомца.
Но сам следователь вскоре уехал в Москву на курсы повышения квалификации, а затем был переведен в Ставропольскую краевую прокуратуру. Тем временем расследование так и не углубилось в поиски этого кинолюбителя, а дела о пропавших детях так и не были объединены в единое производство. По какой-то причине следователи не обратили внимания на то, что Несмеянов и Погосян были примерно одного возраста и оба посещали один и тот же клуб «Чергит». Более того, сотрудники снова обратились к Сливко с просьбой предоставить фотографии уже теперь Андрея Погосяна. И вновь Сливко с энтузиазмом организовал поисковую акцию на общественных началах. Следует отметить, что к очередному убийству Анатолий Сливко подходил постепенно, выдерживая длительные промежутки времени. По словам криминалистов, изучавших историю его преступлений, он долгое время мог контролировать свои порывы. Сливко обладал высоким уровнем социальной зрелости, сильными моральными запретами и значительно развитым интеллектом. Однако отсутствие сексуальной жизни провоцировало возвращение болезненных воспоминаний, неизменно наполняющихся образом окровавленного мальчика, оставившего в его сознании неизгладимое потрясение. Подобные фантазии все глубже завладевали его мыслями. Видение аварии 1961 года постоянно всплывает в сознании и преследует меня, писал он. Прошло 5 лет с момента предыдущего убийства, прежде чем Сливко решился на новый смертельный эксперимент. Как вы уже могли заметить, это видео мы сняли не на фоне хромакея, а в полноценной студии. Очень хотелось бы узнать ваше мнение о результате наших трудов. Вот что вам больше по душе? Вид из окна на мрачный город с дождем, который мы ранее использовали в качестве фона, или видео, снятое в полноценной студии, как вот это? Пишите об этом в комментариях. Ну и само собой, такой процесс съемок намного более трудоемкий и затратный в финансовом плане. Для желающих поддержать наш канал в описании под видео мы оставили реквизиты. После армии в 1961 году Анатолий стал свидетелем страшного ДТП. В толпу гуляющих пенсионеров... Соберись, тряпка. В 1980 году Сливко убил 13-летнего Сергея Фатнева. Несмотря на усилия по поиску пропавшего мальчика, дело снова не сдвинулось с мертвой точки и было закрыто. Примечательно, что следствие в очередной раз упустило связь между жертвами, которые были участниками одного клуба «Чергит». Далее поведение преступника становилось все более жестоким, что отражалось в его действиях с телами жертв. Например, он создавал своеобразные инсталляции из частей их тел. Проводил вскрытие, которое фиксировал на камеру. Кровь собирал в отдельную емкость и пил ее ложкой. Обливал обувь своих жертв бензином и поджигал. Также распиливал обутые в ботинки ступни. Лица некоторых мальчиков он обезображивал до неузнаваемости, лишая их ушей, носа, губ и глаз. Половые органы жертв он засаливал в стеклянной консервной банке. На такие игры у него могло уходить до 2 часов. Подобное поведение демонстрировало эскалацию насилия и полное отсутствие моральных границ. Когда расчленял жертву, отвращения не испытывал, но подсознательно оценивал ситуацию. Одни мысли оценивали плохую сторону моих действий, другие, более сильные, понуждали делать плохое и предвещали удовлетворение. После всего совершенного приходил в обычное нормальное состояние, и возникало желание скрыть следы совершенного преступления. Трупы и части тела закапывал, одежду сжигал с помощью бензина. Ко всему готовился заранее. Для каждого полового акта мне нужно было видеть кровь. Но после снятия полового давления, то есть после удовлетворения страсти, здравый смысл подсказывал, что часто этого делать нельзя, что это очень плохо. И я постоянно искал новые возможности, промежуточные варианты, не связанные с убийством. Появилась мысль сделать как можно больше фотографий, чтобы, посмотрев на них, воспроизвести весь процесс, возбудиться, получить удовлетворение. Иногда пользовался воображением ранее происходившего. Такие чувства испытывал и к своим сыновьям. Когда никого не было дома и у меня возникало половое давление, я представлял сына в подобной ситуации и анонировал на его ботинок. Нет, я никогда не курил и не пил. От спиртного я всегда чувствовал себя плохо. Пробовал напиться с тем, чтобы в таком состоянии испытать влечение к женщинам, но ничего не получалось. Кроме того, я работал с детьми, чувствовал ответственность. Это дело моей морали, дело принципа. Появиться перед детьми с запахом алкоголя я не мог. Ни с кем не общался, соседей по площадке не знал, ни к чему не стремился, никому не завидовал. К месту убийства возвращался неоднократно, примерно через месяц после убийства, иногда раньше. Срабатывало воображение, и мне нужно было все происшедшее восстановить и получить удовольствие. В эти моменты никакого страха не испытывал. После одного из убийств ставил одежду потерпевшего и часы. Эти неотъемлемые детали вызывали у меня повышенное представление о прошедших событиях. Пытался сделать куклу, чтобы не убивать живых, а пользоваться куклой для снятия полового давления.
23 июля 1985 года Сливко провел свой последний смертельный эксперимент, жертвой которого стал 13-летний Сергей Павлов. Утром того дня в 7 часов мальчик покинул свой дом на бульваре Мира 36, сообщив родителям о том, что отправляется на рыбалку к реке Барсучки. Однако соседке Лидии Половинкиной он рассказал о том, что идет на встречу с руководителем клуба «Чиргит» Сливко, который якобы собирался фотографировать его для иллюстрированного журнала. К вечеру Сергей не вернулся домой. Половинкина, обеспокоенная исчезновением мальчика, позвонила в Чиргит и спросила Сливко, не видел ли он Сергея. Тот ответил отрицательно. Уже на следующий день Сливко уехал на Черное море с группой воспитанников, из-за чего следователям не удалось оперативно с ним пообщаться. Мать Сережи, Антонина Григорьевна, начала бить тревогу и обратилась в городскую милицию. Несмотря на обещание принять меры по поиску ребенка, реальных действий предпринято не было. Павлова обратилась с заявлением к городскому прокурору Закачуркину. Павел Тимофеевич тщательно изучил предоставленные факты и усмотрел в них криминальные признаки. На основе этого было возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, которое передали следствию. Особое беспокойство вызывало то, что дело могло быть связано с чередой загадочных исчезновений подростков на протяжении нескольких лет. 13 ноября 1985 года помощник прокурора Тамара Лангуева официально взялась за расследование этого дела. Однако процесс продвигался медленно, сталкиваясь с многочисленными трудностями. Выдвигались различные версии произошедшего, от трагической гибели ребенка из-за несчастного случая, например, утопления, до возможной причастности родственников к его исчезновению. Следствие уже располагало информацией о похожих случаях исчезновения подростков в Невинномысске, которые происходили с определенной периодичностью. Именно Лангуева впервые попыталась рассматривать эти эпизоды как взаимосвязанные события вместо отдельных инцидентов. Обратив внимание на клуб «Чиргит», который посещал Павлов и другие пропавшие подростки, следователь стала изучать его деятельность. Тамара Лангуева начала общаться с друзьями Павлова по клубу и узнала о съемках детских фильмов. Однако тематика этих картин вызвала у нее сильное беспокойство. Сцены пыток и инсценировки повешения главных героев не казались типичным развлечением для детей. Хотя подростки уверяли, что это была лишь имитация, а петля обматывалась подмышками, подробности таких игр насторожили Лангуеву еще больше. Примерно в то же время Лангуева смогла разговорить некоторых детей. Они ей рассказали о крайне странных медицинских экспериментах Сливко. Есть информация о том, что некоторые сотрудники прокуратуры не восприняли всерьез показания, полученные Лангуевой. На службе у нее была репутация легкомысленной и несерьезной женщины. Тем не менее, слухи о подозрительных занятиях в клубе заинтересовали некоторых сотрудников правоохранительных органов. Елена Пройда, инспектор детской комнаты милиции, тоже услышала от детей о секретных фильмах и неких экспериментах. Она отнеслась к этим рассказам со всей серьезностью, и именно ей удалось убедить подростков раскрыть ужасающую правду о том, что происходило в стенах клуба. Переломным моментом стало официальное свидетельство одного из участников так называемых экспериментов – Вячеслава Хвостика. Он описал, как тот же самый руководитель клуба подвесил его в петле до потери сознания. После этих событий он чувствовал себя плохо еще несколько дней. Вскоре и другие подростки дали показания о своей вовлеченности в подобные действия руководителя клуба. Эти свидетельства стали ключевыми для дальнейшего хода расследования. Зная о многочисленных связях и об авторитете Сливко, многие следователи не могли поверить в то, что заслуженный педагог мог быть способен на подобные жуткие действия. К тому же скандал со столь известным и уважаемым в городе человеком был никому не нужен. Из-за отсутствия других подозреваемых и крайне подробных показаний воспитанников клуба «Чиргит» прокуратура выдала постановление на обыск в квартире и в помещении клуба. Вечером 28 декабря 1985 года в клуб пришли сотрудники милиции. Сливко идея с обыском не понравилась, и он начал угрожать правоохранителям своими связями. Поначалу найти что-либо подозрительное не удавалось, хотя помещение клуба было осмотрено очень тщательно. Однако внимание одного из милиционеров привлекла дверь с табличкой «Не влезай, убьет». Он спросил у Сливко, что находится за ней. Тот заметно побледнел и изменился в лице. За дверью оказалась фотолаборатория, где были обнаружены страшные находки: наборы ножей, походные топорики, мотки веревок, петли из резинового шланга и огромное количество шокирующих фотографий. На этих снимках были запечатлены связанные и расчлененные жертвы. Милиционеры нашли кинопленки, на которых были зафиксированы сцены пыток, убийств и расчленения. Также была найдена пионерская форма и множество детских ботинок с обрезанными мысами.
После этого Сливко был немедленно арестован. Один из детей, присутствовавший при его задержании, впал в истерику, не в силах поверить в то, что дядю Толю забрали в милицию, ведь он пользовался у ребят огромным авторитетом и искренней любовью. В январе и феврале 1986 года после признания в 7 убийствах были организованы выезды на места совершенных им преступлений. В результате обнаружили останки 6 детей, закопанных в лесах Ростовской области. Однако тела жертв, убитых Сливко еще в 60-х, найти так и не удалось. Новость о задержании авторитетного в городе учителя быстро распространилась среди местных жителей, но причины его ареста долгое время оставались загадкой. В народе начали циркулировать самые невероятные версии произошедшего. Семья Сливко, жена и 2 детей, были оперативно перевезены МВД в другой город, по некоторым данным, сразу же на следующий день после задержания главы семьи. Серьезные последствия ждали и 3-го секретаря городской парторганизации Костину, которая когда-то сама хлопотала о присвоении Сливко звания заслуженного учителя. После его ареста она закрылась у себя дома, где впоследствии совершила самоубийство. У Костиной не было семьи, что лишь усилило трагизм этого события. Помещение клуба «Чергит», где действовала секция под руководством Сливко, вместе с его имуществом было передано в распоряжение отдела образования. Сегодня здесь находится Центр детско-юношеского туризма и экскурсий. Судебный процесс над Сливко состоялся в июне 1986 года и проходил стремительно. Количество прямых доказательств его вины в виде фотографий и видеозаписей оказалось впечатляющим. В дни слушаний у здания круглосуточно дежурили машины скорой помощи. Демонстрация видеоматериалов обвиняемого оказалась настолько шокирующим, что у некоторых людей случались гипертонические кризы и сердечные приступы. Перед началом просмотра одного из видеосвидетельств у Сливко спросили, нет ли у него замечаний или отводов по отношению к кому-либо из присутствующих в зале суда. Его ответ, как всегда, остался в памяти всех свидетелей процесса. Я следствию высказывал пожелание, чтобы как можно более узкий круг был. То, что будет представлено сейчас, даже человеческий род позорит. Я раз увидел это, и это нельзя ни смыть, ни забыть. Только со смертью уйдет. Мне страшно, что это будут люди смотреть. Дважды проведенные судебно-психиатрические экспертизы Сливко, включая одну в институте имени Сербского, подтвердили его вменяемость, а также диагностировали органическую психопатию. Расстройство личности, связанное с органическими изменениями головного мозга, и ряд сексуальных отклонений. Педофилию, некрофилию, садизм, некросадизм, фетишизм, вампиризм и пироманию. На протяжении следствия и судебного разбирательства Сливко постоянно плакал, демонстрируя признаки раскаяния.